Жизнь здесь просто остановилась. Интересно, да? У нас вода такого изумрудно такого синего цвета, а здесь почти черная, такая серая. Вот тебе, пожалуйста, пример. Одинаковая посадка, все одинаковое. У этой вон сколько корней уже выросло. А у этой только один вот этот вот. Покажу девочкам эту орхидею, которую я спасла. Смотрите, какая у нее детка растет. Это пристволовая детка. И еще 3 детки. Одна, вторая и вот еще маленькая 3-я детка. 6, 7 и от этой маленькой детки, той, что наклевывается, будем считать за 8-й. Просто заросли. Вот, я их поставила, белые, и эти 2 последние. Здесь вот только 1 бутончик остался. В общем, красота неимоверная. Иначе здесь бы было очень и очень жарко, точно так же, как и в Африке. До Африки здесь рукой подать, и до экватора тоже. Вот в этом направлении 100 километров. И уже Африка. Только растительными средствами. Уже давным-давно, после того, как познакомилась с Натальей, я перестала использовать все химическое. Вы уже догадались, где на грядках вместо ровных рядов капусты можно увидеть ровные ряды алоэ вера? Постоянные зрители канала наверняка поняли, что сегодня на канале Классика орхидейного жанра итоговое и необыкновенно результативное видео с Канарских островов. Привет, друзья! На Канарских островах, а именно на острове Фуэртевентура, живет постоянная и очень давняя подписчица канала Классика орхидейного жанра. За 3 года пребывания на канале Элина научилась понимать орхидеи, о чем неоднократно рассказывала нам ранее. Рассказывала и показывала результаты. Когда опыта в понимании орхидей становится больше, мы переходим к экспериментам, к экспериментальным посадкам и спасению орхидей. Сегодняшнее видео на канале как раз об этом, об экспериментальных посадках и об опыте спасения орхидей в условиях жаркого климата без зимы. 3 абсолютно разные посадки. Классическая, в кокосовый орех и в стеклянную вазу. Какие они дадут результаты? Место действия Канарские острова, остров Фуэртевентура. Я приветствую всех на канале Классика орхидейного жанра. Меня зовут Элина Онгер. 3 истории и 3 результата. Вы смотрите, наблюдаете и, конечно, делаете выводы сами. Часто у меня в комментариях спрашивают, что будет, если посадить орхидею в пробке от вина. А я уже на протяжении 3 лет отвечаю, что орхидеям все равно, в чем расти. Главное, обеспечить их правильными условиями и должным уходом. Эти 2 спасенные из отеля орхидеи Элина посадила в стеклянную вазу, обложив их для стабильности в посадке пробками от вина. Давайте послушаем эту историю и посмотрим на результат выращивания орхидей в пробках в течение года. История 2 белых орхидей такая интересная. В отеле у нас всегда покупают орхидеи, чтобы красиво стояло на ресепшн. И вот, как всегда, купили, они отцвели, потом поставили их куда-то в какой-то темный угол, на какой-то там рекламный столик, без света вообще. И вот, естественно, они там еще несколько раз упали, дети бегали, они упали, и все высыпались из горшков. И потом
Наша директорша купила искусственные цветы орхидей, воткнула туда, и вот так вот они стояли. И если бы я за ними не ухаживала, в общем-то, они бы там умерли. А я приходила на работу, в первую очередь их там брызгала, потом уносила их с этого рекламного столика к окну, чтобы они хоть немножечко на солнышке постояли. Не на солнышке, а на солнечном свете, чтобы немножечко, чтобы хоть подпитались. Вот. Ну и потом мне надо было в отпуск уходить, и я начала просить, я говорю, можно я их заберу домой, все равно же выкинутся в один прекрасный момент. Ну и мне разрешили их взять домой. И вот что значит дать хороший уход. И я их решила вместе посадить, потому что тоже и уже и места не было особенно. И думаю, ладно, из-за экономии места и поэкспериментирую. Пропадут, все равно бы в отеле пропали. Ну и вот посадила вместе, в пробке решила посадить. Дала должный уход, и вот, пожалуйста, что из них получилось. Что значит дать правильный уход? Много света, да, опрыскивания ежедневные, и вот такой замечательный результат. Я очень довольна этим результатом. Я часто говорю вам, что орхидеи как люди. Каждой из них нужен индивидуальный подход. Но что будет и как найти этот индивидуальный подход, если в одной посадке сразу 2 орхидеи? И здесь нам остается только наблюдать. Если орхидеи совпадут энергетически, если у них будут повторяющиеся циклы развития, то орхидеи вполне способны сосуществовать вместе в групповой посадке. Вот так выглядели 2 спасенные из отеля орхидеи в стеклянной вазе в пробках в марте 2023 года, то есть чуть больше года назад. Просто заросли. Еще через месяц стало понятно, что 2 спасенным орхидеям в стеклянной вазе в пробках в групповой посадке очень понравилось. Корни у обеих орхидей начали развиваться равномерно и динамично, буквально со всех сторон. Обе орхидеи выпустили новые листья, и стало понятно, что адаптация в домашних условиях в новой посадке прошла успешно. Обратите внимание на центры розеток обеих орхидей. Они влажные от сока денежного дерева или от сока толстянки. По-научному крассула, а в народе это растение называют денежным деревом или толстянкой. Крассула является эндемиком Канарских островов, то есть произрастает там, в природе. Вариантов использования крассулы на орхидеях великое множество, и все эти рецепты хранятся в отдельном плейлисте, который называется «Целебные снадобья для орхидей». Каждый для себя определяет, какой метод использования толстянки для него самый любимый. Элина для себя тоже определила свой метод. Ну, толстянку больше вовнутрь капаю, как ты учила. В течение первых полугода после успешной адаптации дома и в новой посадке орхидеи вырастили необыкновенно большое количество корней, новые листья и первые домашние цветоносы. Я их закрепляла пробками, но думала, что со временем пробки вытащу, но вытащить не получилось, потому что они присосались к пробкам. Вот эти вот все листики уже в домашней, вот эти листики уже дома выросли. Вон там еще один лезет. И, наконец-то, вылезли пока 2 цветоноса. Вот один. Вот другой. Но надеюсь, что еще полезут, потому что орхидеи очень сильные. Тургор шикарнейший. Посмотрим, как это будет дальше развиваться, как они тут друг с другом уживутся.
Двум спасенным орхидеям настолько понравилось расти вместе в совместной посадке, что они вместе выпустили цветоносы и одновременно распустили их. Как и предполагалось ранее, этими двумя спасенными орхидеями оказались две белые крупноцветковые орхидеи. Количество цветоносов не увеличилось, у каждой орхидеи по одному, но каждый из цветоносов разветвлен, и это создает необыкновенно красивое облако белых цветов. Обратите внимание на соотношение листовой массы обеих орхидей и размер горшка. Эта проблема раньше была постоянной спутницей Элины. Она использовала слишком большие горшки для посадки абсолютно всех растений. Теперь такую ошибку Элина старается не повторять. Она использует тесные горшки для корневой системы орхидей. Полученный результат от спасенных орхидей Элине понравился, и она еще будет использовать такую систему посадки для других орхидей в своей коллекции. Поняла, что открытые посадки у меня неплохо идут в моем климате. Ну, конечно, они требуют очень большого внимания. Почему Элина назвала эту посадку открытой? Ваза не глухая, в ее дне есть отверстие, а субстрата внутри посадки нет, кроме нескольких кусочков коры, которые изначально приросли к корням орхидеи. Вот такой результат от двух спасенных орхидей, которые должны были погибнуть в стенах канарского отеля, там, где орхидеи используются для красивого антуража. И если вам тоже понравился результат от спасения двух орхидей из отеля, пожалуйста, напишите об этом в комментариях и поставьте пальчик вверх под видео. Это важно. Идея еще одной совместной посадки возникла в голове у Элины в конце июля прошлого года, и это была посадка в скорлупу кокосового ореха. О посадке двух миниатюрных орхидей в кокос есть отдельное видео на канале. Оно вышло в августе 2023 года, и ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. К миниатюрным орхидеям Элина не испытывала какой-то особенной страсти. Они ей достались в подарок после покупки стандартных крупноцветковых орхидей. Я в один раз купила около 6 или 7 орхидей, и мне их подарили, дали в придачу. Вот, поэтому решила так проэкспериментировать с ними. На первый взгляд такая посадка выглядела очень экологично, эстетично и поначалу очень понравилась всем. Но спустя всего 2 месяца стало понятно, что одна из орхидей в совместной посадке развивается более активно, а другая притормаживает в развитии. Вот тебе, пожалуйста, пример. Одинаковая посадка, все одинаковое. У этой вон сколько корней уже выросло. А у этой только один вот этот вот. Вот тебе, пожалуйста. Дальше больше. Одна из орхидей продолжала активно развивать корневую систему, вторая орхидея чувствовала себя угнетенно. Несмотря на это, опять же, обе орхидеи синхронно выпустили цветоносы. За это время количество листьев у обеих орхидей значительно сократилось, несмотря на то, что новые листья у орхидей продолжали расти. Нижние листья при этом продолжали отдавать питательные вещества, которые хранились в них, на нужды растений, постепенно желтели, отсыхали и отваливались. А сейчас вы можете полюбоваться итоговым цветением двух миниатюрных орхидей, посаженных в кокос. С подвесов кокосовый орех уже давно снят и представляет собой настольный шедевр. Я спросила у Элины, готова ли она повторить такой опыт на других орхидеях, и получила вот такой ответ.
Я считаю, что лучше каждый в своем домике. Да. Они, в общем-то, неплохо, но вот одна прямо здорово развивается, а другая вот все сидит, сидит. Выпустила один корешочек, сейчас опять один лист осушивает. Они вместе не растут одинаково. Вот. И, скорее всего, я со временем их оттуда выну и буду смотреть во что-то другое сажать. Потому что вроде бы они и растут, но и вроде бы тоже листья отсушивают. Поэтому, то есть я понимаю, что на 100% им это не нравится. Скорее всего, в кокосе нету дыхания у корней. Наверное, все-таки очень плотная посадка. Вот так вот и учусь на своих ошибках. И вот так вот и экспериментирую. Пожалуй, субстрат в этой посадке был лишним. Надо было организовать посадку 2 орхидей в кокос и закрепить их пробками. А вот такие 2 совместные посадки мы сегодня посмотрели: в пустую стеклянную вазу и экологическую посадку в кокос. Какой результат вам понравился больше? Напишите об этом в комментариях. А мы тем временем перейдем к просмотру еще одного результата. Пожалуй, это самый грандиозный результат из всех. Эту орхидею Элина рассмотрела на заброшенном газоне среди травы. Орхидея была без центра розетки, в конечной стадии обезвоживания. Привезла домой. Вот такое вот плачевное состояние было. Все дырочки были съедены, листики были съедены улитками. Вот посмотрите, как все выглядело плачевно. Вот так вот было все съедено улитками. И с точки роста она больше не растет. С помощью природных растительных средств, а именно алоэ вера и луково-чесночного настоя, Элина выманила у орхидеи детку от ствола и 3 детки на цветоносах. Спасенная орхидея, а точнее целое орхидейное семейство, было настолько благодарно своей новой владелице за спасение, что решила отблагодарить ее невероятным цветением. Все 4 детки одновременно выпустили цветоносы, и это я показывала вам в одном из предыдущих видео на канале, ссылку на которое тоже оставлю. Цветение этой орхидеи было загадкой не только для всех нас, но и для самой Элины, ведь она нашла эту орхидею нецветущей. Не так давно в одноименном телеграм-канале «Классика орхидейного жанра» меня попросили показать это грандиозное цветение 4 деток на погибающем растении. Цветоносы на детках начали распускаться к 8 марта, и вы видите, как это было в самом начале. Хотите узнать рецепт, как достигаются столь грандиозно пышные цветения даже у деток на цветоносах орхидей с помощью методов канала «Классика орхидейного жанра»? Все эти методы, все эти рецепты хранятся в отдельном плейлисте, который называется «Целебные снадобья для орхидей». Абсолютно все, что делает Элина для своих орхидей, она делает по рецептам канала «Классика орхидейного жанра». У меня одна неделя луково-чесночный раствор, потом вода, 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 потом следующая неделя у меня алоэ, потом вода, вода, и вот так вот. Помните, что использование природных растительных средств на орхидеях хорошо в своей регулярности. Их нужно использовать циклами, постоянно сменяя один другим. А вот на этих кадрах уже практически полный распуск всех цветоносов деток, кроме одного. Эти все раскрылись. И вот этот еще остался. Детки
получились у меня вот именно когда у меня уже был опыт по уходу за орхидеями, когда я уже знала, что хотят орхидеи, много света, много проветривания и, естественно, воды. Еще не знаю, что буду делать с детками. Скорее всего, буду экспериментировать. Одну посажу в открытую посадку, другую попробую посадить только в мох. Ну, в общем, буду экспериментировать. Еще не знаю, пускай немножко еще подрастут. А мы, разумеется, будем наблюдать за этими экспериментами. У каждого зрителя канала «Классика орхидейного жанра» есть свои приоритетные, природные средства ухода за орхидеями. А какое средство для вас является приоритетным? Элина сделала свой выбор. Давайте послушаем, какой. Алоэ и луково-чесночную шелуху. Вот эти две вещи, я вижу результаты, я замечаю и все. Алоэ вера для Канарских островов является растением-эндемиком, то есть произрастало там еще до появления человека. На этом канале в плейлисте «Целебные снадобья для орхидей» приведена масса примеров и масса рецептов по использованию алоэ древовидного и алоэ вера для орхидей. В современном мире на Канарских островах алоэ вера выращивается в промышленных масштабах для обеспечения всех нужд человека. Часто в телеграм-канале зрители пытаются определить вид своего алоэ и спрашивают, как выглядит настоящее. Посмотрите на свои экраны. Вот так выглядит алоэ настоящее или алоэ вера на Канарских островах. А вот так с помощью алоэ цветут орхидеи для нас. Вот, я их поставила, белые, эти две последние. Здесь вот только один бутончик остался. В общем, красота неимоверная, вот так я не ошибусь, если скажу, что среди нас очень мало профессионалов. Так что все мы учимся на своих ошибках, на ошибках других, и в помощь нам Наташины знания. На канале есть видео обо всем, буквально обо всем, о детках на цветоносах, о применяемых средствах, поэтому надо очень внимательно смотреть и впитывать в себя информацию. На все есть ответы. И чтобы это понять, надо видео с канала «Классика орхидейного жанра», как сказала одна зрительница, засматривать до дыр. И тогда все будет понятно.